Здравствуйте, друзья! Это Валерий Табаков. И сегодня мы говорим о наболевшем праве русскоговорящих граждан Украины на самоопределение. Представьте, вы говорите на родном языке, сохраняете свои традиции, но сталкиваетесь с давлением, дискриминацией или даже обвинениями в неправильной идентичности. Это реальность для миллионов русскоговорящих украинцев. Но что об этом говорит международное право? И почему я считаю, что мы потомки граждан Великой Болгарии, первого христианского государства на наших украинских землях. Сегодня разберем, как законы мира защищают наше право быть собой. И сделаем шаг к пониманию нашей истинной истории. Подписывайтесь, если вам важна эта тема, и вперед. Давайте начнем с главного. Что такое право на самоопределение? Согласно статье 1 Устава ООН, принятого в 1945 году, все народы имеют право свободно определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие. Это базовый принцип, который лежит в основе международного права. Но кто такие народы? Это не только государства, но и этнические, культурные и языковые группы. Русскоговорящие украинцы – это миллионы людей, объединенных языком, культурой и историей. Мы не просто меньшинство. Мы сообщество с глубокими корнями. Хельсинские соглашения, подписанные 35 странами, включая СССР, подчеркивают, что права меньшинств – это неотъемлемая часть международного порядка. Статья 8 прямо говорит о праве народов на свою идентичность, язык и культуру. А что происходит в Украине? Русскоговорящие сталкиваются с языковыми ограничениями, культурным давлением и даже обвинениями в предательстве. Законы, ограничивающие русский язык в образовании или СМИ, это нарушение международных норм, таких как Европейская хартия региональных языков, которую Украина ратифицировала в 2003 году. Теперь к моей гипотезе. Русскоговорящие украинцы – это не просто приезжие или наследие империй.
Я считаю, что мы потомки граждан Великой Болгарии, первого христианского государства VII века, которое охватывало Поднепровье, Приазовье, Крым, Дон и Кубань. Великая Болгария, основанная ханом Кубратом, была мощным государством с развитой культурой и ранним христианством задолго до крещения Руси. Археологические находки, такие как Самоздельское городище, Перещепинский клад и записи арабских хронистов подтверждают ее влияние. Но после распада Великой Болгарии Хазария, а потом Русь заняли эти земли, а болгарскую идентичность попытались подвергнуть забвению. Но, друзья, если мы, русскоговорящие граждане Украины, потомки этого народа, народа Великой Болгарии, а наш русский язык – это не язык России, а язык, по утверждению филолога, лингвиста, академика Дмитрия Лихачева, произошедший от староболгарского, церковно-славянского языка, то по международному праву мы, русскоговорящие украинцы, имеем статус коренного населения Украины, а не просто языкового меньшинства. Это дает нам право требовать уважения к нашей культуре, к нашему языку и нашей истории. Почему это важно в 2025 году? Потому что без права на самоопределение мы теряем себя. Международное право – это наш инструмент. Инструмент, которым мы можем защитить свою идентичность. Давайте обратимся к истории. В XIX веке болгары, находившиеся под османским игом, боролись за свою независимость. Апрельское восстание 1876 года и русско-турецкая война 1877-1878 годов привели к освобождению Болгарии. Что общего с нами? Болгары тогда тоже были меньшинством, лишенным права на язык, культуру и самоопределение. Но они поднялись и сказали: мы народ, и мы имеем право быть собой. Сегодня русскоговорящие украинцы стоят перед похожим выбором: либо молчать, либо отстаивать свою идентичность. История Великой Болгарии и борьба ее потомков в XIX веке показывают, что самоопределение – это не просто право, а обязанность перед нашими предками. Мы, как наследники граждан Великой Болгарии,
должны помнить свои корни и защищать их. Друзья, международное право на нашей стороне. Но без вашего голоса, без ваших историй, эта борьба останется на бумаге. Сталкивались ли вы с дискриминацией из-за русского языка в Украине? Чувствуете ли вы связь с древней историей нашей земли, с историей Великой Болгарии? Напишите в комментариях. Ваши истории важны. Если хотите поддержать мой канал и дальнейшие исследования, вот номер карты для донатов. 4-1-4-9-6-0-9-0-1-3-3-5-8-9-2-6. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео. Вместе мы можем вернуть нашу идентичность. До встречи в следующем видео, где мы продолжим раскрывать правду о наших корнях.